Всем привет! Вернемся в далекий 2009 год, когда вышло продолжение одного из самых безбашенных фильмов, которые я когда-либо видел. «Адреналин 2». И это был только краткий, облегченный пересказ фильма. В главных ролях засветился все тот же несменяемый герой всех пацанских пабликов и любитель рубануть правду матку Джейсон Стэтхэм. Слова цепляют, как пуля в затылок, на получи. Вкратце, о чем фильм и нет, это не спойлер, потому что в «Адреналине» главное это действие, а сюжет он просто как время. Понюхай пальчик и выкуси пыл. Чеф Челюс, неубиваемый, неотравляемый, неизбиваемый наемный убийца, сердце которого было похищено. И нет, не прекрасной дамы, а китайской мафии. Нет, это не про любовь к мафии, сердце было похищено. Буквально. Только отошедший от наркоза Чеф бросается на поиски своего родного и так горячо любимого сердечка. Потому что... Чё ты мне тычешь, тут мальчик за жизнь? По дороге вырезая всех, кто под руку попадется, самыми кровавыми и безжалостными способами. Я думаю, выйдя этот фильм в современном 2021, он бы не прошел ни одного цензурного фильтра и оскорбил бы буквально, пожалуй, всех китайцев. Что тебе нужно? Ты знаешь, что мне нужно? Женщин, трансвеститов, пенсионеров. Ну и, конечно же, наше все геев. Андеграунд Лос-Анджелеса, мы же как семья, понимаешь, шизовая, но все-таки семья. Ну и так далее и тому подобное. К слову говоря, в оригинале фильма используется слово «фак» более 160 раз. Поэтому эстетов и моралистов он бы тоже очень сильно оскорбил. Собственно, именно от них на том же Кинопоиске абсолютное большинство негативных отзывов. В фильме также засветился фронтмен группы Linkin Park, ныне покойный Честер Беннингтон. Главный герой фильма страстно желал потереться от Честера с целью выработки статического электричества. Ну, все, конечно, ради спасения своей жизни. Где-то половина всего фильма главный герой гоняется за мелким боссом китайской мафии Джонни Вангом, который, по мнению Чева, назначен китайской мафией хранителем его сердца. Буквально. И, наконец, добравшись до заветного крайбокса, перебив по дороге ни много ни мало половину населения Лос-Анджелеса, Чеф с отвращением отбрасывает заветную коробку. Что за больной урод носит такой в коробке? Я шокирован до мозга костей. У тебя серьезные проблемы, козел. А теперь, внимание, вопрос. Вопрос, который мучает поклонников ни много ни мало последние 12 лет. Что же настолько отвратительного хранил в коробке Джонни Ванг? К сожалению, фильм так и не раскрыл эту тайну, и фанаты начали выдвигать предположение за предположением. И сразу же рождается первый вводный вопрос. Собственно, почему создатели фильма не показали содержимого коробки? Фильм уже к тому моменту по самое не хочу был набит самыми пошлыми и аморальными моментами. Следовательно, сценаристам просто не хватило элементарной фантазии, чтобы придумать что-то настолько аморальное и отвратительное, что могло бы шокировать даже хладнокровного Чева Стэтхэма. Да нет, фантазии-то у них как раз хватило, но за такое даже в далеком 2009-м цензура поставила бы на фильме большой и жирный
крест. Кстати, даже в текущем варианте обе части фильма были запрещены к прокату во многих странах мира, в том числе, например, в Республике Беларусь. Но фанаты, они такие, любят развести хайп на ровном месте по поводу и нет. Соответственно, лучше сохранить интригу и оставить широкое поле для фанатских дискуссий и, срачей. Куда же в интернете без срачей? Итак, учитывая зашкаливающий уровень жестокости и шуток ниже пояса, можно предположить, что бедолага Джонни Ванг прячет в криобоксе некую биологическую субстанцию. Например, половой орган любимого дедушки. Так, например, в некоторых частях Индонезии не принято хранить усопших. Их просто бальзамируют и хранят в доме в специально отведенной отдельной комнате. А где целый труп, там и часть можно взять на память в далекое путешествие. Также в фильме присутствует главарь всея китайской мафии Пун Дон, которого, по словам членов банды, некоторые почитают как просто живое божество. А что люди любят делать с живыми и не очень живыми божествами и святыми? Конечно же, распиливать их тела на части и хранить в качестве святых реликвий. Некоторые даже умудряются их, целовать. В том же, например, Тибете, провинции Китая, пару сотен лет назад экскременты Далай-ламы считались самой натуральной святыней и даже использовались в качестве амулетов и медицинских препаратов. Я думаю, вы догадались, что же может хранить Джонни Ванг в своем криобоксе. Так или иначе, вопрос содержимого коробки все так же остается открытым. Пишите в комментариях, а как вы думаете, что же такого отвратительного мог хранить Джонни Ванг в своем криобоксе? Спасибо за внимание и до новых встреч. И помните,